Всем привет! Приехала посылка. Здесь должна быть материнская плата X99-RS9 от машиниста. Это можно так назвать дубль 2, так как первый вариант заказа этой материнки у меня, не знаю, видео вышло или выйдет, приехал неудачный, то есть не получилось у меня с ней разобраться. Я ее запускал, все запускалось, то есть все крутится, вертится, но черный экран. Вот. То есть получилось у меня запустить всего 2 раза. И видюхи менял, и BIOS скидывал, и что только не делал, в общем-то. Плясал я вокруг нее дня 3, наверное. Вот, и так я ее и не победил. Заказал вот еще одну. Надеюсь, что мне с ней повезет. Со старой не знаю, что будет. Наверное, я ее, не знаю, с китайцем списался. Он пока молчит. Надеюсь, что все разрулится. Не вернут хотя бы часть денег, то, возможно, им отправлю в Китай. Они ее отремонтируют. Вот, а там уже посмотрим. Это опять же на момент съемки этого видео. А там, когда видео выйдет, уже, возможно, все будет решено. Итак, приступим к распаковке. Собственно, упаковано в черный пакет. Никаких дополнительных здесь пупырчатых пленок и так далее нет. Привезли на дом. Доставка была DPD компанией. Вот, с момента заказа прошло где-то примерно дня 3-4, вот, и мне ее принесли домой. Собственно, вот такая вот упаковка. Такой вот у нас машинист X99. В общем-то, ничего такого прям сверхъестественного. Обычная коробка. Формат материнки мини ATX, как я понимаю. Здесь у нас идет стандартная комплектация. Это SATA провод, потом сама материнка и бэкплейт. Материнка у нас упакована в пакет, как он там статический, по-моему, называется. И вот такая вот подложка под ней лежит. Вот. Здесь, не знаю, какие-то потертости на матери присутствуют. Так, в принципе, вот на первый взгляд никаких-то ни повреждений, ничего не видно. То есть я надеюсь, что эта материнка заработает и все будет нормально. И здесь переходное, это для кулеров переходное кольцо. Тоже идет в комплекте. Сокет закрыт, радиатор затянут. Вот, на той материнке он был ослаблен. Мне пришлось вот здесь вот этими болточками его подтягивать. Вот потом он стал нормально. Потом, что я еще хочу сказать. По поводу батарейки. Они приходят без батареек. Но я батарейки заказываю с AliExpress. Вот ссылку я оставлю, если надо будет. Так что проблем с этими батарейками нету. Потом, что я по ней могу сказать? Ничего такого не могу сказать, пока мы не запустим. Вот если запустится, хорошо, не запустится, будем открывать спор и что-то уже думать. Сейчас мы соберем на столе такой небольшой стенд для, так сказать, пробы. Вот, и уже потом будем смотреть, что у нас вообще получится. Так, это у нас сюда. Сейчас мы откроем сокет и посмотрим вообще, что у нас там. Цел ли сокет и нет ли на нем каких-либо повреждений. Вот. Все-таки я надеюсь, что эта материнка заработает, потому что, честно говоря, мне уже не очень нравятся такие затеи, да. Вот. Понятно, что дешевле, понятно, что как бы это все экономит деньги, но вот такой вот расклад, когда что-то приезжает и не работает, это, конечно, огорчает. И не делайте моих ошибок, лучше все заказывать сразу и в комплекте, чтобы приезжало одновременно. Иначе просто-напросто попадете, как я. То есть у меня материнка приехала отдельно, процессор приехал отдельно. И, собственно, я не смог открыть спор,
потому что у материнки время вышло. Ну, здесь у сокета вроде бы все нормально. На видео видно. Вот. Никаких погнутых ножек нету. Сейчас поставим мы сюда сразу проц и будем собирать уже стенд. Ну, процессор я буду ставить 2640V3. Вот. И, собственно, главное его правильно поставить. Здесь вот есть такой треугольничек, и на процессоре тоже есть треугольничек. Нужно, чтобы они совпадали. Вот. И здесь есть вот такие вот замочки. Вот. Раз, два, три, четыре. Нужно, чтобы они здесь тоже на сокете совпали. Вот. И уже здесь вот, кстати, на корпусе сокета тоже есть такой треугольничек. Ну и все. Ставим сюда проц на место его законное. И так, закрываем раз замок и закрываем два замок. Ну а это снимаем сверху. Все. Проц у нас установлен. Сейчас нанесем термопасту, поставим сюда кулер и будем, так сказать, проверять. Итак, собрал я вот такой стенд, то есть блок, все собрал в кучу, кулер поставил, видюху вытащил со старого компа, ну она рабочая стопудово, чтобы как бы быть уверенным. Вот. Потом подключил клавиатуру, натянул резиночку, чтобы она не болталась, был контакт. Вот. Поставил SSD-шник вот такой с виндой, все подключил. Батарейку ставлю вот такую вот пикселевскую. Вот. Потом это вставили. Все, сейчас будем запускать и посмотрим, что у нас из этого получится. Включаем блок питания и замыкаем пуск. Все у нас запустилось. Оперативку я пока не вставил, просто пока хотя бы запустить вообще система, заработает или нет. Но видюха крутится, кулер тоже завелся. Сейчас я вставлю оперативу и еще раз запущу. Пока выключаем. Сначала вставлю одну планку. У меня есть две планки по 8 гигабайт, всего будет 16. Ну а для начала попробуем с одной. Если все нормально запустится, то уже потом вставим вторую. Если с одной запустится, это уже хорошо. Поэтому скрещиваем пальцы и заново все включаем. Замыкаем пуск. Так, все завелось. А экран, надпись «Машинист» моргнула и опять пропала. Так, идет загрузка Windows. Ну отлично, первый запуск у нас пока запустился. Я надеюсь, что никаких глюков не будет. Сейчас загрузится, потом перезагрузим, то есть выключим, вставим вторую планку памяти. У меня еще одна есть, тоже серверная. Вот, напомню, здесь DDR4. Вот. И потом вставим вот эту еще планку одну на 8 гигабайт, чтобы был двухканал. И я надеюсь, что все будет хорошо. Подключил мышь по проводу. Вот у меня подключена. Все, сеть доступна. Пробуем, выходим в интернет. Браузер тоже работает, все нормально. Теперь по драйверам вообще, что здесь у нас? Мой компьютер. Управление. Хоть и говорят, что винда сама все найдет, но там она не подгружает все равно нужные драйверы. А, здесь смотрите, все подгрузила. Видюху нашла. Никаких восклицательных знаков, ничего нету. То есть все винда сама установила, никаких проблем нету. Все. Потом надо нам запустить GPU-Z, что он нам покажет. Так, Xeon E5-V3. Так,
2,5 ГГц. Ну, турбобуст я пока буду делать не буду, потом посмотрим в процессе, потому что я его еще даже не скачивал. Сначала все соберу в системный блок, а потом уже буду DDR4. Так, а где-то у нас AIDA еще была. Вот она. Так, системная плата. Это у нас чипсет. Так. 8 гигабайт, одна планка. 2133. Samsung. Так, в общем, сейчас еще раз перезагрузим. Вставим еще одну планку и попробуем с двумя планками. Надеюсь, что тоже будет рабочее. Вставляем. Опа, до щелчка. И снова запуск. Так, тут все запустилось. Все запускается, все нормально. Как бы проверил. Теперь душа спокойна, можно собирать в корпус. Кстати, эту материнскую плату я покупал уже у другого продавца, ссылку на него оставлю. А вот та, которая косячная, приходила из другого магазина. Вот, поэтому как бы я оставлю ссылку только, напишу, скорее всего, там, какая плата, откуда пришла. Вот. Чтобы как бы знали. Вот это SPD. Вот две планки видят. Так что все нормально. 8 гигабайт. Размер одного модуля. Есть у меня еще вот такая вот планка от AMD. Вот. Я ее покупал в DNS. Подойдет ли она к этой системе, я не знаю. Потому что она не серверная. Вот. Но насколько я знаю, что если 8 чипов на одной стороне у материнки, а с другой стороны нет чипов, а на одной должно быть 8, то по идее должна подойти. Вот, это тоже DDR4 у нас на 8 гигабайт, только частотой 226-66. Сейчас я вытащу серверную память и вставлю вот эту, десктопную, которая из магазина с DNS. Так, вытаскиваем серверную. И вставляем обычную. Вставляем и запускаем. Так, здесь у нас все завелось. Все, экран запустился, но если не подходит, она может в перезагрузку потом уйти. Сейчас до конца прогрузится, посмотрим. Вот, но если работает, то отлично. Можно не париться, а покупать просто в том же DNS, там любую какую-то память, будет хорошо. Но говорят, серверная лучше работает с этими машинистами, там Хуананджи и так далее. Все загрузилось. Посмотрим, например, ту же AIDA, например, как она там отображается и как она ее видит. Так, память. Так, у нас, да, все видит, вот имя модуля AMD. 8 гигабайт одна планка, DDR4. Поэтому вот так вот. Так что с магазина можно покупать. Но, как я уже сказал, вот как мне сказали, нужно, чтобы на одной стороне было 8 чипов, а с другой стороны, чтобы не было ни одного. Тогда будет работать обычная память с серверной вот этой материнкой и этим процессором. В общем-то и все. Сейчас все буду собирать в корпус, и потом уже я покажу финально, что у меня получилось в корпусе, как это выглядит и так далее. И на этом, наверное, потом будем заканчивать. Все, теперь включусь, как только соберу все в корпус. Если будут какие-то нюансы по сборке, моменты, то я вам об этом расскажу. Мало ли, что-то вдруг не нравится, или что-то не подходит, куда-то не подлазит и так далее, то я вам об этом расскажу. В общем, собрал я вот так вот все пока в корпус. Это пока такой вот, только-только закончил
Пока ничего еще не подвязывал, все только подсоединил, поставил на место. Видеокарта 1060 6 гигов сюда пока поставили, потом видно будет. Кстати, она тут занимает 2 слота, вот, и вон там есть USB 3.0 на плате. Вот там под камеру, ну, под этой, так не видно. В общем, USB 3.0 на переднюю панель не подключается. То есть, получается, она слишком широкая, карта, и не включишь так. Там эту фишку не вставишь. Вот она. Это USB 3.0 на переднюю панель. Ну, придется пока без нее. 3.0 как бы будет только сзади. Вот. Поэтому тут без вариантов, иначе видюха не встает, так как она слишком широкая. В дальнейшем, может быть, видюху поменяем, что-нибудь поуже, там, типа 1660, что-нибудь, если деньги будут. Вот. Ну, а пока вот так вот. Сейчас попробуем запустить. Нажимаем кнопку «Пуск». Так, сначала включаем блок, включаем в розетку, нажимаем кнопку «Пуск», и у нас ничего не происходит. Не на ту кнопку нажимал. Кнопка «Пуск», все загорелось, все здесь закрутилось, видюха у нас тоже крутится, спикер я поставил, тоже зашумел. RGB тоже все у нас загорелись. Отлично. Так, сейчас винда загрузится у нас там пока. И будем посмотреть. По поводу, как там он называется, кабель менеджмент. Пока это все вот так. Сейчас аккуратненько все подвяжем, чтобы крышка закрылась нормально. И все. Сейчас пока пробный вариант. SSD-шник закрепил на 2 болта. И у меня на 500 гигабайт старенький. Я его поставил вот сюда. Тут место есть. Вот. Здесь он на салазке туда заезжает. Так, винда у нас загрузилась. Все нормально. Интернет я пока не подсоединял. Вот, пока нет у нас, да. Вот, ну это потом. Так, здесь по кабель менеджменту я тоже сейчас все это дело аккуратненько стяжками притяну, чтобы ничего не болталось. Вот. Что касаемо RGB, здесь питается молексом. Вот, в молекс просто пихаешь. И здесь вот такая вот, как бы, ну, распиновка или разводка вот, на все вентиляторы. То есть здесь это вот было, а я просто вот молекс вот это вставил, и все. Здесь есть молекс такой, и как бы вот так вот. Поэтому здесь ничего сложного нету. Единственный момент, это только вот, не знаю, видно вам, нет. Вот он, этот разъем USB 3.0, вот где палец. И он туда никак не встает, потому что получается видюха у нас она не будет иначе вставать на место. Вот, пришлось ее, короче, отсоединить. Вот, в остальном пока все вот так вот. Пока все это дело вот так примотал. Надеюсь, крышка ляжет, все вроде нормально. Что касаемо внутренностей, тут у нас все получилось вот так. Немножко. Так что сейчас все будем закрывать. И уже конечный итог, вариант я вам потом покажу. Потом покажу, где я заказывал. И подобьем вообще, во что мне вылилась эта сборка. Вот. Ну вот, все я в кучу, в общем-то, собрал. Стенку эту поставил. Это, не знаю, скорее всего, оргстекло какое-то, потому что не похоже оно на стекло. Все эти фильтра на магнитах. Крышку переднюю тоже поставил. Так, и здесь у меня тоже все закрылось, все отлично, все прилегло, ничего не выпячивает. Касаемо заднего, у нас этого разъема получилось вот так. Вот она сюда так тесно вставлялась, то есть пришлось немножко отверточкой его подразогнуть. Вот. У видюхи разъемы вот так вот. Здесь заглушки, сюда HDMI, и второй монитор будет у нас на VGA, или как он там правильно называется, поправьте в комментариях. Вот.
Потом сюда, возможно, звуковую карту докупим потом, потому что, говорят, звук тут вообще хреновый. Но я не знаю, я как бы, мне-то все равно, главное, чтобы работал микрофон и наушники. Но если нужно будет, то звуковую карту тоже сюда установим. Все подключил, пуск. И вот так вот это все у нас спереди у нас вот так светится. Это сбоку. Сверху, кстати, если ВРМ будет греться, потому что у нас ксенон, да, то вот сюда вот еще один вентилятор я потом докуплю, или 140-й, или 120-й, или поменьше что-нибудь. Ну, главное, чтобы зона ВРМ вот это у нас охлаждалась. И еще будет на вдув еще один вентилятор. Вот. Ну, я надеюсь, что этого достаточно будет, потому что 3 на вдув, 1 на выдув здесь, мне кажется, за глаза. Вот. Единственный косяк — это вот это 3.0. Работать не будет, потому что ее там подценить некуда. Но 3.0 будет 2 выхода сзади. Вот. Здесь кнопка фан. Можно отключать RGB подсветку. Видно, да? Совсем выключил. Еще раз нажимаем. Заводится. Еще раз нажимаем. Потускнее немножко. Еще раз нажимаем. Совсем выключил. Еще раз нажимаем. Все, вентиляторы остановились. В общем-то, кнопка удобная, полезная. И так что можно, если нужно, например, что-то выключить подсветку или еще что-то, раз выключил, включил. Ну все, сейчас перейдем на экран. И я вам покажу, где я за что сколько купил, где заказывал, примерную сумму, что получится. Я вам озвучу вообще за все это вместе с бэушной этой видеокартой. Так, я покажу тесты коротко только на танках, так как я играю иногда только в танки в настоящий момент, и у меня нет возможности показать на других каких-то CSGO там или еще что-то. А я пока на нескольких вариантах настроек покажу только танки. То есть сейчас у нас будут максимум и расширенные и улучшенные будет стоять. Так, и будем пробовать. Так, в общем, у нас показывает 55 FPS и карта загружена на 70%. Ну, естественно, у нас, видите, да, FPS прыгает, загрузка прыгает. Вот, это у нас по ядрам, сколько ГГц. Это оперативка. Вот. Ну и, собственно, посмотрим, лагает, не лагает, как вообще у нас будет играть. FPS, конечно, низкий, вот, 44, 45. Интернет, конечно, тоже, наверное, зависит, потому что провайдер заявляет как бы 100 мегабит, вот, но сколько он там по факту дает, не знаю, но в принципе интернет вроде нормальный у меня. Что-то меня все стреляют, а я ни в кого не стреляю. Ну вон 60 FPS тоже доходит даже. Тут, наверное, еще зависит от сцены, какая сцена и где. Соответственно, из-за этого, наверное, и FPS так прыгает. Вот. Такие дела. Ну так вроде играбельно, ничего не глючит, не... как бы
не тормозит. И еще, возможно, у меня, конечно, видюха, она же у меня бэушная. Может, она какая-нибудь подпаленная или еще что-то. Это тоже как бы не стоит исключать. Вот. Так как я ее никуда не носил, ни в сервис, не обслуживал еще. Сколько ей лет и что на ней делали, тоже непонятно. Так, настройки. Так, максимум. Ну, давайте на ультрах еще попробуем. Кстати, рекомендованный это вот предлагает сама система ультра. Вот. Применить. И здесь у нас расширенный тоже будет улучшенный. Так, вернуться в игру. Ну, не знаю, давайте другой какой-то танк. Вот эту ПТ-шку возьмем. Что-то мне подсказывает, что особой разницы не будет. Хотя нет, FPS меньше. 29, 40, 27. Хотя так же все. Только карта загружена чуть больше. Так. Здесь у нас что да как. Нормально так меня сразу высветлили. Так, и на средних еще. У нас был максимум, вот высокая. Расширенные, улучшенные будут применить. Окей. И вернуться в игру. Так, на чем поедем? Вообще пофиг на чем. Что здесь у нас покажет? Я не исключаю, что у меня карта подушатанная, поэтому как бы тут непонятно еще. Потому что карта 1060 и неизвестно, как ее эксплуатировали. Ну, победа, КВ-2.
И еще на средних запишем, то есть расширенные будут улучшенные. Применить. Окей. Посмотрим, как на средних будет еще. Ну, 50 FPS, грубо говоря. Ну вот 72. То есть в зависимости, наверное, от сцены FPS пробить. Ехал меньше, встал, вот 106, пожалуйста. Ну, на средних тоже нормально, в принципе, и графика, и играбельно довольно-таки. Ну, видюха только грузится наполовину. Ну и расскажу, где я покупал и почем, в общем-то, во сколько мне это все обошлось. Покупал я то, что в Москве, это в магазине онлайн трейд. То есть вот этот заказ, который я оформлял. Вот здесь получается блок питания, корпус, кулер. Ну, собственно, мне вышло это все 6830. Это у меня были бонусы скидочные, у меня получилась скидка. Вот, и остальное я это все покупал на AliExpress, то есть материнка, процессор, оператива 2 штуки. Вот, это было на Алике. И видеокарту я покупал на Авито. Она была бэушная. Вот, покупал я ее, честно говоря, не помню, ну как-то летом, по-моему. Вот, точно не скажу. Но у меня на месяца 3-4, по-моему, находится. Как бы пока работает, все нормально. Никаких глюков вроде бы нету. Вот. Но она, еще раз повторюсь, бэушная. Никакое обслуживание я ей не делал. И для меня делали или нет, тоже непонятно. Вот. Что касаемо SSD и жесткого диска, то есть, да, такого файлохранилища, это у меня все старое, я их не покупал. SSD со старого компа у меня было, и HDD тоже со старого компа. Вот. Так что ценообразование получилось вот такое. На чем можно сэкономить? По моему мнению, можно сэкономить на корпусе. Вот, взять чуть-чуть дешевле, там рублей 500 можно сэкономить. Но там, возможно, будет 3 вертушки, а не как у меня 4, например. Да? Или можно взять, например, корпус без вертушек вообще. То есть, да, вертушки докупить самому и не RGB-шные, а обычные вертушки поставить. Тоже можно сэкономить. И также можно сэкономить на блокопитании, но я не рекомендую этого делать. Вот, если честно. Лучше я бы даже доплатил еще 1000 рублей, к примеру, да. Но взял бы, чтобы, например, он был там, например, на 700 ватт. Вот. Ну, для последующего апгрейда, на случай, если вы каким-то образом по дешевке урвете видеокарту, и у нее потребление, например, будет там побольше, да, чтобы блок питания, например, не менять. Вот. И опять же, смотрите по разъемам, у кого какие там разъемы, например. Так, где тут у нас описание-то? Вот.
То есть кому сколько нужно разъемов. Кто-то хочет, например, там 2 видеокарты может подставить, подключить, или кто-то хочет моликсов побольше, да, чтобы там вертушки там какие-то добавить там или еще что-то. Вот. SATA также может кто-то хочет побольше. Вот. Тут уже опять же смотрите по разъемам, кому что нужно. Вот. И собственно сертификат какой кому надо. Вот. Если сертификат не имеет значения, то можно вообще китайский какой-нибудь взять. Ну и все в принципе. В общем, вот в такую сумму мне обошлось это мое творение. Вот. А там уже смотрите, пишите свое мнение, кто что купил бы, кто не купил бы, кто на чем сэкономил бы, в общем-то, и так далее. Вот. На этом все. Жду ваши комментарии. Не забудьте подписаться, поддержать лайком. Всем спасибо, всем пока.